Сегодня мы разберем, как легко, буквально одним движением, накрутить волосы на утюжок и собрать несколько легких причесок из них. Вот такая база у меня получилась, и сейчас переходим к более подробному разбору. Всегда наношу термозащиту на волосы, чтобы обезопасить их от высоких температур. Затем беру утюжок Babyliss, обзор на него у меня есть на канале, так что обязательно загляните в плейлист «Инструменты», там все подробно рассказала. Одним движением я накручиваю. Сейчас на следующей прядке посмотрите внимательно. Захватываю прядку между пластин, поворачиваю в любую сторону, либо влево, либо вправо. И вот так медленно протягиваю. Главная ошибка – протягивайте медленно, иначе прядка не успевает нагреваться. Но этот способ лучше для окрашенных волос. Если волосы натуральные, то второй способ покажу на следующих прядках. Для разбора я делю локон на два маленьких и вытягиваю легкую текстуру. Посмотрите, можно его либо просто потрясти, если он хорошо расходится, либо вытянуть вот так прям пальчиком. И фиксирую лаком. Таким образом у меня будет объем без начеса. 2 либо 3 прядки в зависимости от толщины вашего локона. Вот так трясу и аэрозольным лаком издалека наношу. Вот здесь уже другой ряд, и я покажу, если волос натуральный, то мы прокручиваем. Вот делаем один полный оборот. Хорошо прогреваем это место, затем выходим из локона и протягиваем кончик до конца. Такой тип накрутки будет более стойкий для натуральных волос. Наношу аэрозольный лак, это уже на последних прядках, чтобы они у меня были более стойкие. Прокручиваю 360 градусов и выхожу из локона. Докручиваю сам кончик. Полный видеоурок по накрутке на утюг есть в плейлисте «Укладки», поэтому обязательно загляните туда, а также откройте описание к этому ролику. Я добавила очень много полезной информации, так что посмотрите. Точно так же последний ряд я делю на маленькие прядки и раскрываю, подтягиваю текстуру, чтобы она у меня была такая более ребристая и более объемная. Специально здесь не делаю никаких начесов, потому что подразумеваю, что эту укладку смогут сделать абсолютно все, даже те, кто совершенно с нуля. Здесь я специально вам показываю более сокращенную версию, чтобы не тратить ваше время. В результате у нас получились такие локоны. Укладка, можно ее оставить, но мы с вами пойдем дальше и соберем первую трансформацию. Для этого я собираю прядки у лица в легкий жгут. Главная ошибка начинающих мастеров и мастеров с опытом – это то, что они делают очень тугой жгут, который смотрится грубо и тяжело. Поэтому делайте легкий жгут, прям буквально 2-3 оборота у вас должно быть. Пока что креплю на клемму, а затем буду фиксировать невидимками так, чтобы крепко держалась. Либо можно взять маленькую резиночку. Я покупала их на AliExpress. Мне очень нравится такая прическа, напоминает бохо-стиль. Некоторым невестам можно ее сделать. Самое главное, чтобы она подходила под платье. Сейчас мы с вами сделаем также несложную трансформацию, которая основана на жгутах, но уже немного поинтереснее. Фиксирую 2 прядки при помощи резинки, вот такой силиконовой, про которую я говорила, что покупаю их на AliExpress. Вытягиваю легкую текстуру, можно уже оставить так, но если вы хотите пойти дальше, еще берем жгуты и точно так же фиксируем уже под предыдущими. Смотря это видео, я думаю, вы можете себе в голове придумать множество трансформаций, не только те, которые я вам показала, но и додумать какие-то свои, может быть, на основе моих. Как скрыть резинку? Я беру шпильку, затем тонкую прядку обматываю вокруг резинки и продеваю хвостик сквозь ушко шпильки, а затем протягиваю ее вниз. И вот такой способ очень мой любимый и самый ходовой. Также в стиле бохо, но уже более интересная прическа получилась.
Давайте сделаем из этой сборки уже что-то поинтереснее, например, низкий пучок. Но я вам напоминаю, что вы можете просто оставить текстуру как есть, не собирая в жгуты, а уже низ, сборку пучка сделать, как я сейчас показываю. Также фиксирую либо невидимками, либо можно взять резинки, это что у вас есть под рукой. Затем, как сделать пучок из всех остатков волос, легкий жгут из 2 прядок. Резинкой фиксирую примерно посередине, чтобы у меня хвостик, точнее сам пучок, не распался. Беру шпильку или невидимку и вставляю туго в основание моего пучка. Затем кончики точно так же подворачиваю и фиксирую. Вот наш результат, очень легкий пучок. Также нужно знать, как сделать высокий хвостик для разнообразия. Чтобы сохранить длину волос модели, либо просто не укорачивать их, я всегда оставляю половину волос не собранными в хвост, а собираю только верхнюю часть. Так, загребаю руками, беру резинку и 2 невидимки и оборачиваю вокруг хвоста. Мне нравится этот способ фиксации, когда волосы очень длинные и не хочется их продевать сквозь всю резинку, то есть протаскивать их, они ведь цепляются. Ну, в общем, это неприятно, поэтому я всегда таким способом пользуюсь. А короткие волосы, конечно, обычной резинкой фиксирую. Чтобы скрыть резинку, я беру тонкую прядку и просто обматываю вокруг основания хвоста. Вот так. А кончик фиксирую невидимкой, чтобы он не выпадал и не распался. Хвостик высокий, очень-очень стильный. Давайте соберем еще одну важную прическу, это высокий пучок. Можно собирать из распущенных волос, но так как у нас здесь половина сборки, то давайте на этом этапе продолжим. Собираю все волосы к хвосту и оборачиваю остатки вокруг нашего пучка. Фиксирую невидимками, очень крепко, либо шпильками. Последние штрихи лаком, и вот какой небрежный пучок у нас получился. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски и видеоуроки. Я уже сняла несколько обзоров на стайлинги и инструменты. Обязательно загляните в плейлисты, я думаю, вы найдете много интересного. Кодик в конце каждого видео, вы можете отследить его прогресс роста.